Всем привет! В наше время очень трудно представить себе мир без автомобильных заводов. И не секрет, что очень часто в мире автопрома складывается особенная корпоративная этика со своими обычаями. А иногда руководством принимаются временные меры, которые так или иначе влияют на сотрудников. Порой это зависит от обстоятельств, но иногда новые правила становятся традицией. Об этом мы и поговорим в нашем новом выпуске. Начнем с истории о знаменитом Генри Форде. Дело в том, что у него была мечта. Он хотел, чтобы все его работники, которым он очень хорошо заплатил, стали образцовыми гражданами. Это привело к созданию отдела социологии Форда, в состав которого входило более 200 исследователей. Они проверяли каждый аспект жизни сотрудника. Следили за тем, употребляет работник наркотики или алкоголь, приходили домой, чтобы посмотреть, содержится ли жилье в чистоте. Это похоже на безумие, но нашлось множество желающих пройти через подобные испытания за деньги. Так, некоторое время Генри Форд управлял жизнями работников компании, делая из них законопослушных граждан. Но программа вскоре была свернута из-за больших расходов на ее реализацию. Типичная смена на заводе электромобилей Tesla длится от 12 до 16 часов. Иногда работникам приходится работать в выходные, особенно если поджимают сроки. Это приводит к тому, что многие сотрудники Tesla настолько сильно устают, что в конце смены просто сидят, уставившись в одну точку, как зомби. Сотрудники называют это пристальным взглядом Tesla. Каким же образом компания Tesla заставляет своих сотрудников оставаться активными на протяжении длительного времени? Конечно же, с помощью бесплатного энергетического напитка Red Bull. Однако его выдают не всем. Некоторые сотрудники говорят, что иногда они покупают энергетик сами. Также сотрудникам Tesla запрещено создавать профсоюзы или вступать в них. И хотя это не прописано в официальной политике компании, поведение ее руководителей указывает на то, что они не желают видеть своих работников в профсоюзах. Так, например, 21 мая 2018 года Илон Маск опубликовал твит, в котором говорилось: «Ничто не мешает команде Tesla проголосовать за профсоюз. При желании они могут создать его хоть завтра. Но ради чего они будут платить профсоюзные взносы и отказываться от акционерных опционов?» Этот твит был всего лишь одной из многочисленных антипрофсоюзных акций Tesla. Компания угрожала и увольняла сотрудников за профсоюзную деятельность, запрещала им раздавать агитационные листовки и ввела дресс-код, который не позволяет носить одежду со знаками отличия, характерными для того или иного профсоюза. Давайте будем честны. Большинство сотрудников ненавидят собрания, особенно когда они длинные, скучные и бесполезные. Вам повезло, если вы работаете в Tesla, где Илон Маск создал строгие правила, касающиеся того, кто должен посещать собрания, как и с какой целью они проводятся. Илон Маск выступает за то, чтобы встречи сотрудников Tesla были недолгими и нечастыми. По его словам, идеальное собрание насчитывает от 4 до 6 участников. Большее количество только по необходимости. Но даже в таком случае собрания должны быть короткими и по делу. Сотрудникам Tesla разрешается покидать встречи, когда они понимают, что в их присутствии больше не нуждаются. В то время как многие работодатели сочли бы это за грубость, Илон Маск говорит, что неприлично заставлять сотрудника присутствовать на собрании, где в нем нет необходимости. Почему Илон Маск категорически выступает против непродуктивных встреч? Речь идет не о сотрудниках, а о бизнесе. Илон Маск хочет, чтобы работники его компании были постоянно заняты. Таким образом, если вы не на собрании, вам лучше быть на своем рабочем месте. Известный итальянский автобренд Lamborghini в 2023 году отмечает свой 60-летний юбилей. Заводы этой марки добились действительно впечатляющих результатов благодаря многим аспектам, одним из которых является внутренний этический фирменный кодекс Lamborghini. И этому кодексу должен следовать каждый работник фирмы.
По мнению специалистов, некоторые пункты такого кодекса являются довольно странными. Например, сотрудникам нельзя интересоваться о датах и местах совещаний. Руководство Lamborghini запретило работникам фирмы уточнять между собой, где и когда будут проводиться очередные совещания. Вся необходимая информация доводится до каждого сотрудника в отдельности, непосредственным начальником. По всей видимости, это сделали, чтобы конкуренты не смогли выдавать себя за работников итальянской компании для сбора ценной информации. Также сотрудникам Lamborghini запрещается опровергать дезинформацию на просторах глобальной сети. В рамках специальной корпоративной инициативы, касающейся прекращения дезинформации о производимой продукции, работникам Lamborghini следует сообщать о подобных случаях специалистам пресс-службы, вместо того, чтобы самостоятельно выкладывать информацию в комментариях. Сотрудникам запрещается читать спам, имеющийся в рамках корпоративной электронной почты. С первого взгляда такое требование связано с поддержанием продуктивности работников компаний. Однако, на самом деле, оно направлено на обеспечение кибербезопасности. Специалисты фирмы понимают, что много кто хочет украсть или слить конфиденциальные данные. Этого можно достичь различными методами, включая взлом ПК через электронные письма и ссылки. Поэтому руководство рекомендует персоналу на своих рабочих компьютерах использовать только персональную корпоративную почту. При этом не советуют открывать подозрительные появляющиеся письма. Кроме этого, сотрудникам компании запрещено принимать какие-либо дорогие подарки. Конкуренты с репортерами всяческими путями стараются узнать секреты успешных развивающихся фирм. При этом приглашают сотрудников в роскошные рестораны, предлагают дорогие подарки, либо прельщают экзотическими услугами. По данной причине руководство итальянской компании запрещает сотрудникам пользоваться подобными предложениями и брать дорогие подарки у людей, которые могут быть заинтересованными в секретах фирмы. Также работникам компаний следует быть осторожными в беседе с потенциальными конкурентами. Сотрудники Lamborghini могут беседовать с работниками конкурирующих фирм, однако при этом они должны быть максимально осторожными в высказываниях. Руководители автобренда советуют вести разговоры на нейтральную тематику, избегая бесед о фирме. Переместимся в Германию. Завод Volkswagen в Вольфсбурге располагает стеклянным зданием, где хранится множество автомобилей. Единственная сложность заключается в том, что птицы врезаются в прозрачные окна, провоцируя множество проблем. Для решения этого неудобства руководство завода установило вокруг здания громкоговорители, которые отпугивают птиц. Отдельные пернатые все еще врезаются в остекление, но в целом проблема решена. В далеких 80-х на нашем отечественном заводе «Москвич» тоже существовали свои особенные традиции. И если бы у московского мальчишки в то время спросили бы, какие он знает знаменитые автозаводы, то непременным ответом стал бы АЗЛК – автомобильный завод имени Ленинского комсомола. Большинство рабочих «Москвича» было молодежью, и тон на нем задавали комсомольцы. Они создавали традиции знаменитого автозавода и его славу. И одной из интереснейших инициатив советского автохолдинга стало сотрудничество с хореографическим ансамблем «Буратино», в котором выступали дети сотрудников предприятия. Интересно, что малыши в возрасте от 5 до 7 лет заключали полноценный трудовой договор, в котором были прописаны права и обязанности обеих сторон. Что было особенно приятно детям, которые чувствовали свою взрослость и ответственность. В результате дети стали более увлеченно относиться к своим выступлениям, а команда модельщиков автозавода помогла им с оборудованием. Например, делала кольца для жонглирования и другие детали. Если же говорить о современном российском автопроме, то здесь можно особенно отметить автозавод «Урал», который находится в городе Миасе Челябинской области. На предприятии существует давняя традиция особо отмечать тех, кто впервые садится за школьные парты.
Младших школьников поздравляют каждый год. Родителям-автозаводчанам полагаются сентябрьские выплаты от предприятия, а первым классам подшефных школ – вкусные торты. Но более интересен другой факт. На автомобильном заводе «Урал» также проходит традиционный конкурс «Время добрых дел». И в 2023 году победителя этого конкурса предприятие отправило в паломническую поездку через Ладожское озеро на Валаам, чтобы счастливчик смог поклониться святым местам и помолиться в дальнем монастыре за своих родных и земляков. А в компании Volvo Group Россия на главной новогодней вечеринке руководство награждает сотрудников победителей смешных номинаций. Например, тех, кто больше всех ездит в командировки, тех, кто не может прожить и дня без чашки кофе и так далее. В таком же жанре подводятся и итоги года. Это происходит не в формальных показателях, а, например, сколько кофе, чая или молока было выпито сотрудниками. Традиция простая и забавная, а сотрудникам весьма по душе. Часто бывает, что на территориях автомобильных заводов появляются бездомные животные, а сотрудники из любви к братьям нашим меньшим в таких случаях нередко начинают заниматься подкармливанием четвероногих гостей. Но руководство, по понятным причинам, обычно бывает против таких проявлений любви и выпускает соответствующие запреты. Так, на автозаводе УАЗ выпустили приказ, запрещающий кормить собак, кошек и даже птиц в неположенных местах. А за нарушение сотрудники могли лишиться премии на полгода. Автозаводчане не на шутку обеспокоились, что руководство завода таким образом хотело совсем избавиться от кошек и собак, назвав такое отношение негуманным. Но в итоге конфликт был улажен, так как к проблеме подключились местный депутат и руководство приюта, с которым завод заключил договор на отлов животных. Всем известно, что во время коронавирусной инфекции китайские власти действовали довольно жестко, чтобы положить конец распространению болезни. Был период, когда предприятия, в том числе и автомобильные, перешли на так называемый замкнутый цикл. Сотрудники не уходили после работы домой, а оставались спать прямо в цехах. Однако, по мере усугубления ситуации, власти распорядились закрыть предприятия, деятельность которых не считается жизненно необходимой. Сборка автомобилей остановилась, но рабочие не смогли вернуться домой и вынуждены были остаться жить на заводах. Пресс-служба Volkswagen China рассказала, как была организована жизнь людей на автозаводе в Шанхае. День начинался с обязательного теста на ковид. В 10 утра сотрудники отправлялись на часовую прогулку по территории завода. С 11 до 13 часов рабочим предоставляется свободное время, в течение которого они смотрели фильмы и играли в карты. При желании каждый мог заняться общественно полезным делом – уборкой мусора. В 16 часов начинались кардиотренировки, а затем работников ждал ужин, душ и просмотр фильмов. Вот такие вот антиковидные правила. В Японии же еще с феодальных времен каждое ремесло имеет своих кумиров как в прошлом, так и в настоящем. Даже популярность звезд шоу-бизнеса меркнет перед славой живых национальных сокровищ. Колоритного японского аналога таких наших званий, как заслуженный деятель искусства или народный артист. Примечательно, что культ профессионального мастерства страна восходящего солнца сумела сохранить и в годы послевоенного экономического чуда. Понятие «трудовая слава» имеет в современной Японии вполне конкретное содержание. С развитием рекламного дела неуклонно растет спрос на победителей всеяпонских конкурсов профессионального мастерства в области автопрома. Для престижа фирмы важно иметь в ее штате чемпиона страны по профильной специальности. В этом ключе очень примечателен случай, когда Nissan переманил у Toyota лучшего сварщика Японии. И это при том, что сварку кузовов в обоих этих концернах давно уже осуществляют роботы. Иногда бывает, что правил нет совсем, или их кто-то не замечает. И просто невероятно, насколько изобретательно могут быть работники автозаводов, когда дело касается не работы, а отдыха.
Неизвестно, на каком автозаводе находится цех из облетевшего интернет-видео, но по некоторой информации, так развлекаются в обеденное время сотрудники автомобилестроительной компании Ford. Рецепт развлечения на сборочном предприятии простой. Берем роботизированный манипулятор с вращающимся шарниром на конце руки, присоединяем к нему гоночное кресло со спортивными ремнями, пишем программу для робота, добавляем самого смелого сотрудника-испытателя и получаем Диснейленд на рабочем месте. Видеоролик выложил в интернет кто-то из участников безобразия. Судя по нарисованной линии безопасности, эта карусель у рабочих функционирует постоянно. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока!